Итак, друзья, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами сделаем сразу два изделия к 1 сентября из одного и того же лепесточка. Это вот такая вот брошь-игла для мамы первоклассницы и для дочки первоклассницы вот такие цветочки канзаши на резиночках либо на заколочках. Для того, чтобы изготовить такие украшения, нам нужны ленты атласные, двусторонние ленточки с люрексовыми краями. По краешкам вот такая вот лента тонкая, шириной 12 мм. И также покажу, как сделать лепесточек из атласной ленты стандартной ширины 2,5 см. Она тоже двусторонняя и по краешку прошита золотыми серебряными люрексовыми ниточками. Также для вот такой вот резиночки для ажура я взяла тонкое синтетическое кружево шириной около 4 сантиметров. Начну вначале с брошки. Для нее я множество вот таких сделала лепесточков из тонкой ленты шириной 12 миллиметров. Мы берем ленточку нашу, складываем ее пополам. Также нужно, чтобы под рукой у нас была зажигалка, пинцет, клеевой пистолет, соответственно, и ножницы. Складываем пополам лепесточек. Теперь складываем его пополам вдоль, чтобы совпали два краешка. И разогреваем немножко самый край огнем зажигалки и прижимаем пальчиками, чтобы получился вот такой заломчик. И верхний край нашей ленточки мы складываем, заворачиваем внешние краешки к серединке. Вот такой конвертик делаем. Нижнюю часть вот эту мы оставляем как есть. И немножечко подрезаем лишнее на 3-4 миллиметра. Зажимаем пинцетом и приплавляем все слои ленточки. Прижимаем пинцетом, закрепляем наш лепесточек. Вот такие вот лепесточки участвуют прежде всего вот в этой брошечке. Сейчас расскажу, как я наклеивала лепестки. В этой брошке у нас 5 рядов получается, нулевой ряд. Это я подклеивала после того, как уже весь цветок был готов. В первом ряду у меня 12 лепесточков, во втором 12, в третьем 12, а в четвертом ряду 7 лепесточков, которые немножко покороче, чем все остальные. А для того, чтобы сделать наш лепесток, я брала отрезок 7 сантиметров. Отрезочек 7 сантиметров. Для последних лепесточков 4-го ряда, которых 7 штук, я сделала отрезок покороче, 5,5 сантиметров. Можно подплавить, чтобы не лезла ленточка. И складываем также пополам. Затем складываем вдоль пополам. Также приплавляем краешек. И тот край, который ближе к нам, мы заворачиваем таким же образом, как и в предыдущий раз. И вот эти задние краешки я тоже подворачиваю к серединке. Вот драпирую лепесточек вот таким образом. Затем чуть-чуть повыше беру, так зажимаю пинцетом, срезаю вот этот краешек, примерно 2-3 миллиметра. Отрезаю лишнее и фиксирую все огнем зажигалки. Прижали. Вот такие вот маленькие 7 лепесточков нам понадобится для последнего ряда нашей брошки.
Этот цветочек мы отложим и сделаем сейчас резиночки для девочки. Для резиночек нам понадобятся лепесточки из тонкого синтетического кружева. Для этого я беру отрезок шириной, как я уже сказала, 4 сантиметра и длиной 10 сантиметров. Инструкция похожая. Мы складываем пополам, потом складываем вдоль наше кружево и срезаем вот небольшой треугольничек. Теперь обязательно край среза мы приплавляем и склеиваем пальчиками, чтобы сделать наш лепесток более выпуклым. Вот что у нас получается. И здесь тоже у нас два слоя. Верхний слой лепестка и задний слой, второй. Тот, который ближе к нам, мы также его складываем к серединке таким вот образом. А второй слой, задний, мы отворачиваем также треугольничками небольшими от себя назад. Получаем вот такой вот ажурный, очень воздушный лепесточек. Зажимаем, и теперь при помощи пинцета немножечко повыше мы берем. Ненужный вот этот треугольник мы срезаем и приплавляем огнем зажигалки. Прижимаем хорошенько, чтобы сплавились все слои нашего кружева. Кружево должно быть обязательно синтетическое, чтобы оно плавилось. Вот таких вот лепесточков нам понадобится 2 ряда по 6 штук, то есть 12 штук. Для того, чтобы наш цветочек был очень пушистым. Резиночка канзаши также состоит у меня из 3 рядов. Нижний ряд — это вот такие вот лепесточки длинные из отрезка 7 сантиметров, 6 штук. Второй ряд — такие же лепесточки, тоже 6 штук. Расположены они в шахматном порядке относительно друг от друга. И для верхних лепесточков я взяла ленточку потолще, шириной 2,5 сантиметра, а длиной 6 сантиметров. И сделала вот такой вот лепесточек, он похожий. Сейчас покажу, как его делать еще раз. Чтобы ленточка не полезла, проходимся огнем зажигалки по краешкам и также складываем пополам наш отрезок и затем еще раз пополам срежем маленький треугольник, приплавим огнем зажигалки и склеим пальчиками. Вот что у нас получается. И теперь складываем краешки к серединке. Таким вот образом. И второй слой нашей ленточки также складываем к серединке. Вот что у нас получается. Дальше мы, как и в случае с кружевом, зажимаем пинцетиком и срезаем нижний край, несколько миллиметров ленты. Срезаем и закрепляем огнем зажигалки, склеиваем пинцетом, прижимаем либо пальчиками и фиксируем наш лепесточек. Вот таких лепесточков нам понадобится 6 штук для последнего 3-го ряда нашего цветочка канзаши. Тем временем у нас разогрет уже клеевой пистолет. И мы начинаем собирать наш цветочек. Так, 12 штук длинных лепестков. Сначала я клею верхний ряд.
капельку клея. Делаем маленький цветочек. Уже даже просто сделав 6 лепесточков таких, уже можно таким маленьким цветочком украшать заколочки, маленькие серединки бантиков. Посмотрите, очень красиво смотрится за счет такого серебристого края этот лепесточек. Когда последний ряд нашего цветочка готов, я подклеиваю в шахматном порядке к низу второй ряд вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И второй ряд клеим между лепесточками первого ряда. Симметрично самому верхнему ряду получается. Как я уже говорила, можно оставить так, можно украсить, сделать темную серединку и тоже сделать очень красивую резиночку. Можно взять такой кружевной элемент, серединку сделать. Я же хочу, как говорится, мы не ищем легких путей, и совсем для маньяков в области канзаши могу показать еще одну серединку. Она состоит из 12 вот таких маленьких острых лепесточков канзаши, которые делаются из квадратиков ленты шириной 2,5 сантиметра, 2,5 на 2,5. Это такой базовый лепесточек. Кто занимается канзаши, тот, конечно же, его знает. Мы складываем квадратик напополам, уголок к уголку, затем еще раз пополам в треугольник и еще раз пополам. И склеиваем один край огнем зажигалки. Хорошенько прижимаем и выворачиваем наш треугольник таким вот образом. Получаем вот такое маленькое зернышко. Мои зернышки уже готовы, и начинаю формировать из них очень такую интересную филигранную серединку.
На один бачок лепестка наношу маленькую капельку клея. Сформировали серединку. Вот из 4 лепесточков. И наклеиваем далее сверху, делая такой свернутый бутончик. И вклеиваем серединку нашего цветочка. Опять же, наша резиночка, в принципе, готова. Осталось только приклеить основу резинку или заколочку, зажим для волос. Но мне захотелось сделать ажурную, такую праздничный цветок, поэтому вот использую также кружево. Кружево тоже клею в 2 ряда, 6 лепесточков, и между ними еще 6 лепесточков. Клею так, чтобы лепесточки выглядывали из лепесточков канзаши. И 6 лепесточков между лепесточками предыдущего ряда.
Готов наш цветочек. И теперь заготовку, резиночку вклеиваем к изнанке нашего цветочка. Цветочки наши для дочки первоклашки готовы. И теперь доделаем брошку для мамы. Брошь-игла на пиджачок в виде такой хризантемы. У меня есть вот такая страза. Сейчас покажу, как укрепить ее. Также нам понадобится кружок из фетра диаметром 2,5 сантиметра. Делаю небольшое отверстие в нашем кружочке, не в серединке, а ближе к краю, и снимаю вот здесь такой колпачок и продеваю вот таким образом иголку в наше отверстие, вот таким вот образом. Фиксирую на горячий клей. Колпачок возвращаю на место. И зафиксируем серединку на нашей брошке. Для того, чтобы лучше схватилась наша страза с клеем, нам понадобится 2 отрезочка небольших проволоки для бисероплетения. Так как страза у нас пришивная, на ее изнанке есть 4 дырочки, в которых мы и вденем нашу проволоку. Таким вот образом. Закрутим ее. Лишнее мы отрежем и посадим нашу стразу на клей. И теперь к изнанке приклеим фетровый кружочек вместе с нашей брошкой иглой. Вот такие вот 2 изделия сегодня у нас получились. Брошка для мамы и резиночки или заколочки для дочки первоклашки. Если вам понравились мои заколочки и это видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Буду рада новым друзьям. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Я прощаюсь с вами. До новых творческих встреч. Пока-пока.